Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигай, на меня светит солнце, и мы с вами начинаем. Сегодня у нас очень важная тема, тема того, в каких ситуациях лучше не заходить. Если это видео окажется для вас полезным, то, пожалуйста, поддержите меня лайком и комментарием, это меня очень сильно мотивирует. Для начала мы с вами немножко поговорим об уровнях поддержки и сопротивления, поскольку я заметил, что некоторые люди до сих пор сталкиваются с проблемами в черчении этих уровней. Смотрите, я черчу область поддержки. Нарисовал я это областью, то есть таким прямоугольником. Кто-то же чертит уровни вот такой вот прямой линии. И как же правильно? Правильно в обоих случаях. Черчение уровней также очень субъективное занятие. И все зависит только от личного восприятия самого трейдера. Но хочу заметить, что при черчении области у вас будет больше информации, поскольку уровни это не одна линия. Трейдер не ставит свои ордера строго на одной котировке, поэтому цена отскакивает в разных местах примерно в одном месте. И на основе этого скопления мы строим уровни поддержки и сопротивления. Я бы сказал, что важно не то, как вы рисуете уровень, а важно само наличие уровня. Я завел речь об уровнях, поскольку паттерны нужно отрабатывать строго от уровней поддержки и сопротивления. Итак, рассмотрим первую ситуацию. Конечно, это все постфактум, анализ прошлого и так далее. Но у меня есть плейлист торговли в реальном времени, находится он по ссылочке в описании, можете посмотреть на мою живую реальную торговлю. Сегодня у нас будет только теория. Смотрите, приближаю график, это часовой таймфрейм, валютная пара доллар-японская иена. Что мы здесь видим? Видим достаточно хорошую формацию, которая указывает на понижение. Это у нас свеча с большой тенью сверху и свеча подтверждения. В совокупности эти две свечи указывают на сильный сигнал на понижение. Почему же здесь у нас возникла консолидация и после этого цена пошла на повышение? Во-первых, хочу заметить, что паттерны указывают не только на разворот, но и на консолидацию. То есть, если у нас шел тренд, допустим, на понижение, идет тренд, здесь возникла формация, паттерн, указывающий на разворот, то этот паттерн может обозначать и консолидацию, и полноценный разворот. Свечной анализ, как и все остальное в трейдинге, также очень субъективно и зависит только от личного восприятия самого трейдера. Вы не должны полагаться на какие-то конкретные заученные формы свечей. Свечные паттерны передают психологию рынка. Не рынка, а участников рынка. То есть вам нужно по паттернам определить, как настроены участники рынка. К примеру, показываю, у нас здесь возникла огромная часовая свеча на повышение. Это у нас указывает на силу покупателей. Но, естественно, свеча по сравнению с остальными слишком большая, поэтому у нас будет перекупленность и цена скорректируется. Но после коррекции при такой свече мы можем предположить опять же дальнейшее повышение. То есть мы рассматриваем все свечи, все паттерны не как какие-то конкретные отдельные формы, а именно как психологию участников рынка. Возвращаемся к этой ситуации, что мы здесь имеем. Давайте начертим уровень поддержки, который мы уже чертили. Видим, как цена реагирует на эту область, то есть уровень поддержки достаточно надежный и хороший. Мы видим, что недавно произошло пробитие этого уровня поддержки. И на этом пробитии возникла у нас как раз таки эта формация. А эта формация, в свою очередь, указывает на понижение, на разворот тренда. Я думаю, многие из вас уже поняли, почему же эта ситуация не отработала так, как надо. Почему же этот паттерн не сработал? Поскольку на его пути сразу же встала область поддержки, причем достаточно сильная. То есть цене некуда было идти. Нам важно, чтобы цене было место для движения. Что же мы видим здесь? Мы видим пробой. Мы знаем, что после пробоя цена совершает ретест пробитого уровня, то есть цена здесь свернулась к уровню поддержки, на нем немножко подержалась и пошла дальше вверх. То есть вы видите, что во всех источниках эту формацию диктует как сигнал на понижение, здесь же сигнал не сработал. Почему? Напоминаю опять же про психологию. Нам важен контекст, нам важно видеть общую картину рынка. Здесь же контекст этой ситуации обозначает ретест пробитого уровня, возврат цены к пробитому уровню, тестирование и дальнейшее движение по тренду. То есть общая картина рынка или же контекст — это самое-самое важное. Важен не сам паттерн, а важно то, при каких условиях образовался паттерн. Вот что важно. Именно поэтому, если вы будете работать просто по картинкам, которые есть в интернете, у вас ничего не получится. Итак, мы усвоили. Первое — это общая картина рынка, контекст. И второе — цене нужно место, чтобы пойти в вашу сторону. По вашему прогнозу. Итак, рассмотрим еще один пример и ситуацию, в которой по паттернам не рекомендуется заходить.
Рисую скопление. И вот если у нас цена движется в коридоре, то с паттернами в коридоре нужно работать очень-очень осторожно. А лучше вообще их не рассматривать в консолидации. К примеру, вот у нас паттерн поглощения. Опять же, этого всего мы не видим. А паттерн поглощения вроде бы указывает на повышение, но мы помним, что цена у нас стоит здесь в консолидации. Следовательно, опять же, здесь находится у нас уровень сопротивления локальный, и цене просто некуда идти. Цена стоит в консолидации. Я думаю, это понятно. Но все же в консолидации также можно работать. Каким именно образом? Нарисую здесь еще один прямоугольничек. В том случае, если паттерн у нас в общем таком контексте будет очень-очень маленьким в сравнении с этой консолидацией. А именно, сам коридор, сам диапазон движения цены будет у нас огромным. Что я имею в виду? Вот у нас идет тренд. И здесь возник такой малюсенький паттерн, который указывает на повышение. К примеру, паттерн поглощения. Естественно, все свечи в этой консолидации будут такого же размера примерно. И поскольку цена у нас движется в диапазоне, то цене есть куда идти. Она движется от уровня к уровню. Следовательно, в этом случае можно рассматривать паттерны в коридоре. Думаю, это понятно. Итак, третье. В узких консолидациях не рекомендуется отрабатывать паттерны. И рассмотрим сразу же еще один пример, немножко левее на графике. Смотрите. Также все свечи рассматриваются в сравнении друг с другом, в сравнении с другими свечами на графике. К примеру, вы знаете, что доджи указывает на возможный разворот тренда. Я выделил доджи. Вот вы где-то это вычитали, но если мы рассмотрим общую картину рынка, то мы видим, что этих доджи здесь огромное количество. Огромное множество похожих свечей. Следовательно, мы можем предположить, что это совершенно обычные движения для этой валютной пары. Поэтому данную свечную формацию как возможный сигнал рассматривать также не рекомендуется. Опять же, это у нас правило из общей картины рынка, из контекста. Думаю, это понятно. И теперь давайте рассмотрим внешние факторы, а именно новости, праздники и нестабильные импульсные движения. Итак, экономический календарь. Смотрите. Не рекомендуется торговать до и после, за час до и после выхода важных экономических новостей. Что именно я имею в виду? Смотрите, здесь написано важность, здесь мы имеем 3 звезды, то есть высокая волатильность. Это у нас сильная новость. Следовательно, за час до и после этой новости рекомендуется не торговать. Также не рекомендуется торговать в выходные, поскольку волатильность заниженная. Стратегии и паттерны могут себя отрабатывать не так, как в обычные дни. К примеру, сегодня у нас выходной, президентский день в США. А следовательно, на валютных парах с долларом рекомендуется вообще не торговать. Также у нас сегодня праздник в Канаде, на валютных парах с канадцем рекомендуется не торговать. Некоторые брокеры даже закрывают торговлю в праздничные дни. Например, сегодня у нас закрыл торговлю InTradeBar. И помимо праздников и новостей в календаре, есть также просто нестабильные рыночные движения. Опять же, нестабильные рыночные движения можно определить по размерам свечей. К примеру, здесь у вас идут вот такие вот свечи, вот примерный размер свечей, и вдруг вырисовывается просто огромная свеча, и в контексте остальных вы видите, что эта свеча ни на что другое не похожа. После такого движения вы смотрите в календарь, вроде бы новостей не было, но тем не менее, такое на рынке случается. Такое движение может быть вызвано многим рядом факторов, это может быть все что угодно. То есть, если вы не можете объяснить логику этого движения, лучше просто переждать и не рисковать. Итак, друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным, пишите комментарии в поддержку. Это меня очень сильно мотивирует. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал по трейдингу, ссылочка будет в описании. Также подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.